Здоров, здоров, ребят. Ну что, мы продолжаем проходить Dark Souls Remastered. Сегодня, я думаю, мы пойдем надерем жопу самому первому боссу, то есть вернемся в ту же самую локацию, откуда мы начинали. Ну а дальше будем искать город нежити, точнее не город нежити, а там город проклятых или что-то такое вообще. Пойдем, собственно, к туберкулезникам. Кольцо имеется, поэтому... Вот, в общем, погнали. Сначала добираемся до самого первого босса. Там у нас находится пару рыцарей, с которых можно, в принципе, сфармить нужные мне мечи. Я бы не сказал, что они прям необходимы, но было бы прикольно их иметь. Так, давай, наверное, пробежим, чтобы, короче говоря, вот этих вот ребят отлупить. А я решила он мне тут нападать. Неплохо. Полупим, может быть, что-нибудь сфармится с этих хреновин. Так, погоди. Вот так. Вот так. Что-то с них ничего такого особого не падает. Но соточка душ дается. Чё бы нет. Коли не лупятся, неплохо так. Что-то я близко, наверное, к ним нахожусь. Алебарда мне позволяет очень далеко вообще, в принципе, от всех врагов находиться. Так, возвращаемся. Будем вспоминать короткие пути. Средки, может, какие там, чё. Так, вот здесь одна курва висит. Да, вон она, в текстурах там забилась. Так, позвякивает доспехами, как костями. Так, по-моему... А, нет, отсюда быстро мы не пройдем. Окей. Две собаки и мужик, да? Первый. Улетел. Не достал. Собаки далеко прыгают. Довольно-таки шустрые. Но с алебардой проблем не возникает. Так, тут у нас еще целая пачка народу, да? Всякое вот это шоу-пони. От bmd.gg. Доброго времени суток. Здорово, Ольга. Так, отцепись от него. Но там никто сзади не... Ну, нормально. По-моему, здесь двое было. Вот таких вот. Ну ладно, уже не важно. Так, тут их аж 5. Не вовремя. Бьешь одного, второй лупит. Все, да? Вроде все. Пошли дальше. Так, а дальше это получается вот сюда. О, спрятался. Он его там, походу, запутался он в столах. Тактика проста. Пинок, удар, как бы. Вот и все. Эх, не на того ты смотришь. Успел, смотри-ка. Нормуль. Здесь, по-моему, их трое было. Ладно, уже не важно. Сейчас, получается, нам надо топать через воров. В принципе, можно и подсрезать. Да, чё бы нет. Мы тут хорошенько, кстати, подсрежем. Ай. mr.тостер. Ура первого босса давно хочет.
Давай, ща мы пойдем, его завалим нахрен. Меня там больше черные рыцари интересуют, у которых можно у двоих выбить, ну там всего их два как бы, можно выбить короткий меч черного рыцаря и длинный меч черного рыцаря. Пригодится же. Вдруг я решу забросить алебарду и мочить всех коротким мечом. Правда, алебарда это самое сильное оружие, пока то, что мне встречалось. По-моему, другого и не будет. Эти оба меча, они чуть-чуть послабее. Нет, не сюда. Нам дальше. Я там клетку открыл. Давай тут крысику запинаем. Вредную. Оп. Душки-то не лишние. Сейчас я добегу, как раз и на качку выносливости хватит. Бам. Бам. Обобрать тело. Что там, полувоитель? Ну, ничего такого серьезного с этих рядовых мобов-то не падает. Так, всякая шелупонь. Он долго замахивался. Прям удар веры какой-то хотел совершить. А даже сейчас... Ай, блядь. Это откуда-то? Нет, я эту гниду должен бахнуть. Может, больно борзый он. Так, нам сейчас нужно добраться до лифта. И поднимаясь на этом лифте, надо очень шустренько прыгнуть. Возможно, круто прыгнуть не получится. И можно тут подохнуть, короче. Поэтому мы здесь сохранимся. Отдохнуть у костра, всех дел. Когда я уже на тот остров попаду, короче, тогда мы хлопнем еще 5 человечности. И уже будем продолжать разговор. В принципе, как вариант, можно попробовать на кладбище народ помутузить. Или попозже. Давай попозже. О, корешей привел. Блять, все вот эти вот грушевидные тела. О, здравствуй. Мои спутники наконец-то прибыли. Скоро я отправлюсь в дорогу. Так что, боюсь, нам придется распрощаться. Мне было приятно. А что тебе было приятно? Я тебе ничего такого не делал. Что? Что у нас здесь? Ты выглядишь не очень. Времена сейчас тяжелые, но за тобой надо следить. Нельзя показываться госпоже в таком виде. Ты можешь ее до смерти перепугать. Понятно. Ты тоже нежить? Тогда времени на любезности у нас нет. У меня есть своя цель, а у тебя, без сомнения, есть своя. Понятно, идите в жопу, короче. С этим трепом тупорылым. Так, поворачиваемся и поехали. Ну, вот типа такого. Вот он, короче говоря, тут прыжок веры надо сделать. Чтобы не пизнулся туда вниз. А тут у нас что-нибудь есть? Да не, ни хрена. Короче, вот там вот ключ от второй половины того самого. Ну, там кольцо, короче, и все такое. В общем, надо сначала вот эту хреновину взять, а потом к вороне подойти. Встаем и вот так вот. А, блядь. Ага. А чё он перекатываться-то не захотел? Мудила. Ну, побежали. Там скелеты повставали. Никто не бежит. Бегут. Ну, давай на более ровную поверхность встанем. Чтобы с ними помудохаться. Попробуем. МР. Кто-то храпит. Ноги как на видосе Льёша. Ну да. Сейчас все будет. О, ну, даже эти гаврики легли сразу. А кто храпит-то постоянно?
Может, ворона хрюкает? Не знаю. Ладно, давай еще раз попробуем. Нужна человечность. Для чего бы, интересно? Я, короче, сейчас алибарду эту сниму. Врагов тут нету. Но перекатываться придется. Давай. Вот так. Так, маневренности получше. Пузеляж другой. Поехали, ебать. Можно даже и щит, в принципе, снять. Правильно? Нахрен он нужен. Так, поточнее. О, попал. Все, надо главное поставить ноги, как на видосе. Так, тут аккуратненько. Блять. Вот мудак, а. Он там запнулся, что ли, я не пойму вообще. Пиздос. Что за прыжки такие дурацкие? Секира короля дракона. 380 урона, кстати, ну-ка. Угу. А что, типа борзая штука? Но она весит прилично. Достаточно силы. Понятно. Ладно, потом посмотрим. Это за хрень. В принципе, на кладбище, я думаю, то, что я уже всех, кого можно, там сагрил, так что сейчас завряд ли за мной кто-то побежит, но лучше подстраховаться. А, блин, это балдорский щит. Вот он, щит черного рыцаря. А может быть, тут вообще, кстати, эти скелеты, они бесконечны. Хер его знает. Никто? Ну, норм. Костерок тут рядом, так что попытки не ограничены. Можно тут скакать хоть до утра. Правда, хотелось бы, естественно, все это дело сразу перепрыгнуть, не напрягая банан. Снять. Давай. Блин. Ну нахуя тут дырку делать? Ты чё, дебилы? И отсюда я чё, куда упал-то? Вот мудацкое говно, а. Поехали, хуй. Так, встаем. Ноги как на видосе. Попал. Дальше. Оттуда, ну, явно нет. О, теперь добрался. Жесть. Ага. Надо выше. Вот туда. Придется второй раз сюда добираться. Ключ от заднего крыла. Это вот как раз ключ, который находится там. Решетка какая-то или что-то в этом роде. Давай. Глотнем. Эстуса. Что это за свет такой подозрительный? А туда теперь. Как-то. Я смогу добраться? Да, хуешки. Хотя подожди. Да, можно пробраться. Блять. Ладно. Повторение, мать учения.
Не туда. Главное, ключик взял. До вороны там вообще без проблем. Там только на ступеньках подняться и в гнездо ее сесть. Причем такая странная фигня, там надо скукожиться в этом гнезде, чтобы ворона тебя за своего приняла. Поехали. Надо вот как-то вот в эту сторону сигать. Вот, нормально. Давай, ноги как на видосе. Ну вот как-то так. О, чудом попал. Все, пошли до вороны. Кстати, можно порыться тут в закутках, может быть, что-то есть. Повнимательнее осматривать. Ну-ка. Там гнездо. А вот тут может быть какая-нибудь... Не, нычки даже никакой нет. Да? Нет. Ладно, пойдем, засядем у нее, пускай до своих примет. Свернуться клубочком. Яичко. Яичко. Давай, вези меня. В страну оленей. Ну и чё? Я не знаю, блядь, тут что, ну можно, может быть, тут нужно код Konami вводить? А нет, заработал. Как-то же эту херню тоже же догадались люди. То есть кто-то прям сидел долго, притворялся яйцом, смотрел, что будет. Я бы, допустим, в один раз скукожился, подождал бы 2 секунды, как бы, ну и все. Встал бы и хер бы с ним. Не сработало, и ладно. Кто-то играл за яичко. Так, давай напяливаем все, что у нас есть. Алибарду. Кстати, ну... Вот где эта секира? Вот, секира. Недостаточно силы, бла-бла-бла. Вот возьмем ее в 2 руки. Бля, какой ятаганчик, а. Замах-то борзый, только он у меня пол стамины сносит. Спасибо, не надо. Надо быть, наверное, очень крутым дядькой, чтобы такие вещи таскать. Накачанным, как Мэри Поппинс. Да, пойдем. Бам, бам. Бам, бам. Бам. О! 5 человек подряд, и стамина моя снеслась нахрен. Надо бы еще ловкости подкачать. Там я, наверное, уже все взял. А яйцо, точнее, гнездо, типа... А нет, смотри. Туда тоже можно. Надо посмотреть, когда на обратку буду идти. Как работает эта хрень, короче. С пожертвованиями. И что она дает. Даже давай сейчас, наверное, глянем. Прикоснуться к коровалу. Нет. Я тут могу клубуком? Нет, не могу. Хрен его знает. Короче, надо что-то пожертвовать, чтобы птица давала какие-то ништяки. По-моему, мох, который в лесу давался. Давай еще 5 человечности бахнем, чтобы, так сказать, повысить шанс фарма. Дропа фарма. Давай, 5. Поехали. Бум. Сейчас будут очень узкие коридоры, в которых надо, блин, мочить очень серьезных дядек. Это нахрен опасно. Берегись, падения. Короче, вот эти вот штуки сюда и вообще вставать нельзя, внизу босс ходит. О, пойдем это грохнем. Мужчинку. Ты называешь это удар? Вот это удар. Еще второй.
Главное, они не проваливаются. Но стоит только мне туда спуститься, сразу труба. Обходим, короче. Сначала вот здесь вот всякие колуары, да? А потом уже к боссу. В самом конце. Давай, наверное, ее новый уровень. Вот ловкости мы себе бахнем. Пойдет. Целый миллиметр прибавился, охуеть. Ну, тут у нас... Я не знаю, есть тут что-то или нет. Давай посмотрим. Да, тут что-то есть. В камере, в которой я находился, что-то должно быть. То ли предмет какой-то, то ли хрень, не знаю, может кольцо, там что-то в этом роде. Свирепый враг впереди. Я так понимаю, тут... Да, вот он, черный рыцарь. С маленьким коротким мечом. Как азиатский член. Давай. Ау, попал. Я тоже попал. Еще разок. Сначала восстанавливаемся, потом все остальное. У него меч, конечно, прикольный. И вот если бы, ну, я думаю, все-таки есть возможность все три оружия. То есть алебарда, короткий меч, длинный меч, все три оружия в игре заточить. Ну, чтобы по возможности, знаешь, можно взять это или другое. Допустим, где-то алебарда больше пригодится в узких коридорах, там, допустим, или кому-нибудь надо бэкстеп долбануть. Блять, мудак. Я даже не допил, сука. Да, хреновая была идея во время атаки водку пить. Значит, его надо обходить сзади. Вообще, кстати, вот этого босса первого, я смотрел, что его выносят с помощью смолы и ножа разбойника. Давай, бам, бам. Не достал. Сука. Я думал, успею. Улетел. Норм. Щит черного рыцаря, обломок кристального титанита. Снова мне щит дропнулся. Нахуй не нужный. Странная кукла. Эта странная кукла, она нужна, чтобы какой-то босс, по-моему, активировался. Ну, типа как подношение, что-то в этом роде. То есть я не просто так за ней сбегал. Когда-то она пригодится. Второй рыцарь, надо вспоминать, где находится. Блять, ты кто такой? Я его даже не заметил. Прибег откуда-то. Пинается еще. Падла. Забрать предмет, щит с эмблемой. Ну окей, по-моему, он вообще, кстати, со второго этажа даже прибежал. Ну, щит у него такой себе, но он, правда, легче. 62. Ну, вот магии хорошо защищает, но все остальное такое. Дальше пошли. Подыстусимся маленько. Надо, короче, сначала рыцаря вынести. Сохранимся.
Хотя... Второй раз они не появляются. Надо, короче, рыцаря длинным мечом сначала вынести, потом на босс. Да, вот он отсюда прибежал. Пидор грязный. Ну тут нихуя. Понятно. Где же рыцарь? Может, на втором этаже? Или тут? Он тоже, по-моему, в каком-то коридоре должен стоять. Скорее всего, вот в этом. Блять. Ну точно, нахуй. Сколько? 3 подачи этой падли надо? Где-то так. У меня гораздо круче кумите, чем у тебя. Улетел. Обломок кристального титанита. Короче говоря, я так понимаю, то, что если у тебя получилось сфармить алибарду, ну, короче, дропнуть алибарду, то другие оружия, походу, тебе не светят. Где таких рыцарей дыбать еще, я пока не знаю. Но они по-любому, наверное, не последние мобы в игре, блин. Ладно. Чем богатый, как говорится. Алибарда лучше, ну, считается, чем все остальные. Угу. Да? Да, давай. Если этому боссу сейчас не получится напинать, придется выжигать костер, короче, и чтобы больше было эссоса, пляжек. Ладно, поехали. По жопе прям. О. Бля, ни хрена он долбанул. Просто минус все. Блять. Ты что, издеваешься? 3 удара. Нормас. Интересное кино. Так, вон там человечность моя валяется. mr.toaster. У тебя бомба есть? Ну да. Да заебись. Я к нему даже подойти не могу. Я так понимаю, что бомбами-то я не шибко ему снесу. Сколько урона бомба наносит, и сколько одна моя подача. Так, где душ? Ага, опять там. Вот пиздец, он выебывает сразу все. Заебись. Давай, давай, оживление. Вот это соглотнуть. Пизду надо валить. Охуеть. Да чего ёбнутый педик, а? Бомб тоже, кстати, немного. Снесу я ему 5 бомбами, там, я не знаю, 5 блин. Не, ну конечно, раз уж вы настаиваете. Что там у нас? Какие? Черные? Давай черные, белые поставим. Вот так. Хер знает, я никогда, кстати, бомбами не кидался. Это надо еще прозондировать.
Блять, человечность прям за ним. Охуеть, он просто, ты к нему падаешь, и он тебя всю жизнь выхуячивает. Блять, ты что делаешь? Я человечность просрал. Спасибо. Кстати, и бомбу тоже просрал. Ладно, раз уж человечность проебана успешно, короче, тогда давай так. Ну и чё? Да ебись. Эта бомба у него падает просто между ног, как бы, и все, он ее даже не замечает. Это какая-то хуета. Это было неплохо. Ни одного попадания. Так вот, и я чё? Я просто приземлился, он мне сейчас просто взял, ёбнул, и все, я подох. Он одной подачей он выносит всю жизнь. Оживление. Хуй там оживлять все по нулям. У меня почему-то полжизни сразу схуячивается. Почему так? Пизда стамини еще заодно. Ебись. mr.toast. Ты при падении много теряешь ХР. Понятно. Точняк. Но если я упаду и сразу же начну пить хилы, то у меня заебень. Блять, что ты делаешь? Угу. Сука. Ну, четвертинку я у нее отгрыз, конечно. Надо за жопу у нее держаться, это определенно. Ну вот как нахуй? Одна подача у тебя выебывает все. Ну, все, что осталось после падения. Походу придется здесь костерчик-то зажечь. Так, окей, пьем. Сначала валим, потом пьем. Оха. Да, блядь. Чётенько нахуй, чётенько он швыряет, да ебать. Стой, у нас вот у вора нож есть? Хуешки. Нож вора, короче, он... С ним шустро можно забегать ему за жопу.
И он дает кровотечение этому пидорасу. Он куда-то вообще пошел в сторону. Уворачивается он, конечно, вообще заебато. Блять. Что происходит? Может, он таким макаром все колонны разрушает? Хотя нет. Подачи у него были и другие, в другую сторону. Не только в колонны. Короче, самое жесткое — это вот эти вот шары его. Они дохуя сносят. Да вали ты нахуй оттуда. Ебать. Одна фляга, даже две югом. Просто, да, ёб твою мать. Вот как-то так. Сука. Ну, тут и 10 фляжек маловато. Сейчас зависит от того, насколько близко бомба это въебет возле тебя. Ладно, пробуем. Пробуем с пятерой. Сначала надо разучить. Ну. Что он делает? Потом уже костры тут сжечь. Блять, в стену долбанул. Да, и вторым ударом он добивает. А он этого очкосника, да, тоже замочил? Понятно. Это вот два тут пидора гуляет. Вот один тут сыпется. Ну ладно, пока он особо не мешает. Угу, заебись попил. Да как нахуй так-то, блядь? Слушай, если тут потолок падает, может быть попробовать прям на него пиздануть. Ну вот, допустим. Не, прям на него ты не падаешь. mr.тостер. А к нему по-другому прийти никак. По-моему, нет. Вот охуеть вообще. Пару секунд у тебя буквально. То ли хуй знает, то ли, блядь, хилы пить, то ли съебывать от него. Допустим. Вот нихуя. Давай ближе. Ну и чё это 119? Нахуй эти бомбы нужны? Да ебать тебя, урод. Отлично.
Одна бомба, короче, вроде как, если я в него нормально попал. 119 у нее сносит. Сколько у меня? 1000 бомб сразу покупать, не? Он меня тупо этими волнами забьет нахрен, пока я в него бомбы эти швыряю. Тут как-то надо похитрее. Здесь, да, блядь. Заебись. В натуре класс. Подожди. Вообще не подобраться к нему. Он, блядь, то жопой сигает на тебя, нахуй, то просто выебывает своим молотом, нахуй. Вот это как вообще? Не угадал ты, чувак. mr.тостер. Да вроде я краем глаза видел, но не точно проход к нему, там проход был в тумане, но это не точно. Так это в самом начале такой проход есть. Ну вот тут еще какой-то есть. Блять. Он просто тебя с любой точки нахуй достает и все. Как бы разницы, по-моему, никакой, что ты падаешь. Ну, как бы да, ты теряешь. Блять, он просто выхуяривает у тебя все нахуй. Если ты подойдешь как бы снизу, а не будешь падать сверху, ну сэкономишь тут половину здоровья. Ну меч куда хуже. Блять. Ну вот эти подачи, это, конечно, полный пиздец. Он просто хуярит их под тебя и все. Завалите нахер. Ну как-то так надо, наверное, крепиться. Эх. Надо попробовать, короче, вот эту хрень, блядь, щитом отбить. Либо вообще, блядь, секиру схватить.
Ну окей. Блять, я не успел въебать. Надо было пить эту хуету. Страдание. Боль. Стой. Вот так давай. Ну ничего, сейчас мы добежим. Когда-нибудь. mr.toaster. Попробуй щитом от взрыва защититься. Сейчас я попробую, короче говоря, пиздануть ему с 2 рук. Потому что тогда урон от оружия вырастает почти в 2 раза. Что-то такое, или в 1,5, по-моему. Сейчас я попробую так ему переебать. Посмотрим, что там по сносу будет. Блять. Ну это рандомно. Рандомно въебывают эти вот взрывы. У нас сначала была какая-то тактика, и мы ее придерживались. Давай, ёбок. Так, ну хоть не взрывом. Блин, ну как бы ему за жопу-то зайти? Поворачивается он что-то побольше меня. Ну косарик я ему снес 2 подачами. Да ебать. Главное, бьет он в одну колонну, а взрыв в другую сторону. Забавно. Давай еще разок. И попробую потом щитом, короче. Что-то со щитом мудить. Блять. Это для эксперимента. Сколько он взрывом этим может мне снести, если я закрываю щитом. Ага. Нихуя он не сносит, походу. Либо я слишком далеко стоял. 2 варианта. Половину. Чуть-чуть помогает щит. Ну, наверное, потому что не против магии. По идее, это же магическая атака. Блять, слишком быстро. Ну, половинку уже отгрыз. Надо, чтоб на такие подачки везло и скиллиться успевать. В принципе, заебенить его можно. Я думаю, и 5 фляг хватит. Ну, если не хватит, есть запасная человечность. Можно ее сожрать. Да спокойно костры палить. Давай, уебан. Самая путевая тема, когда он именно туда в угол уходит.
Блять. Когда он прется вот сюда, там где белая шняга это горит. Кстати, таким образом можно к нему попасть. Там лестница. Но пока ты будешь спускаться с лестницы, он тебя, скорее всего, и пизданет. Урод нахуй. Блять, не достал. Очень много времени занимает вот эта вот анимация, когда он, блядь, сок этого томатного бахает. Вот. И в этот момент я просто, ну, я неподвижен. Но этот же уебок лупит вообще не переставая. Вот, допустим, первая атака. Вторая атака. Сколько секунд? 5-7 прошло. Так, держимся. Надо за жопу заходить. Да-да-да, вот так. Блять. Ты за жопу отходишь, перекатами можно от него уйти, вот от этого вот вспышки. Когда он стоит, он только перед собой может взрывать эти бомбы, шары вот эти вот. Но если ты у него находишься, да, с жопой, он не получит, ну, как бы у него не получится тебя взорвать. Ну и плюс еще мистер Рандом. Вот как он начинает действовать. Вот, видишь? Хуяк, он не достал до меня. Хуяк, он не достал до меня. Лупим в очко ему. Хуяк, он не достал до меня. Так, теперь отходим. Раз. Два. Так, окей. Раз. Два. Прям за жопу надо. Блять, не дошел. Ну а теперь я сам подставился. Долго пьет. Понятно. Как только он перед тобой прям появился, тебе пиздец. Полный, беспросветный. Надо этого не допускать. А это он может только сделать в двух случаях. Пока ты хилишься со своей уебанской анимацией. Блять, еще эти пидоры мелкие. И когда он подлетает вверх кверху, сука. Тороплюсь. Надо не жадничать. Все, мне пизда. Лечиться он не дает. Ладно, я выжил. О, заходит. Не долетел.
Блять. Я был близок к нему, хотя бы. mr.тостер. Часто не надо хилиться, не успеваешь за опой. Так, я же вижу то, что в меня подача летит. Пытаюсь сэкономить время. Ну и нахуй ты камеру мне переключил. Ваншот, мать его. Все-таки мне как-то больше, по-моему, импонирует идея держать в двух руках оружие, да блять. Прям в эту залупу и попадая. А вот как интересно, он бьет в одну сторону и прямо под тобой оказывается взрыв. Это странно. Хотя о чем это? Тут вообще все странно. mr.тост. Блять. Мидзаки гений, мат его. Ну, ни один пердак еще перегорел от него, от его деятельности. Так, ну дай подойти-то, ёб твою мать. Не успею. Да. Вот единственное время, когда я могу выпить хилот, это когда он влетает. Хотя, в принципе, я вот одной рукой ему наношу 390 примерно так. Двумя руками, ну 400, на сотку больше. О, он как раз упиздил туда. Вот самая тема. Под ногами, слушай. Под ногами у него можно тусоваться. Ну почти. Лупит и лупит, а. mr.тостер. В гуидах написано так же, как ты делаешь, так что, наверное. Только я не знаю, мне то ли, короче говоря, скорости не хватает. Как мы это можем исправить? Да, давай. Доспех вора, перчатки вора, член там вора. Где это залупа? Ну да, пойдет. У меня скорость быстрее гораздо стала. У меня больше вариантов. Все равно я так и так с одной подачи опиздюливаюсь. Но у меня больше вариантов забежать ему за спину. Просто успеть. О. Нужно так действовать, чтобы он не успевал за мной повернуться. И потихоньку долбить этого педика.
Блять. Ну попробуем. Попробуем этот момент, короче, когда у меня скорость гораздо больше. Он потому что очень быстро поворачивается, а я за ним не всегда успеваю. Вот так у меня гораздо шустрее персонаж двигается. Пусть он подачи быстрее принимает, но тут по факту ваншот почти всегда. Типа того. Не успел. mr.тостер. Надо его в центр держать. Ну, в центре, когда он будет находиться, единственное, да, то, что он не сможет к стенке прижаться. Чтобы просто тебе было удобнее ему за жопу заходить. Блять. Но он тебя неплохо и так достает. Он вот сейчас в центре находился, все окей. Как бы круг для этого и нарисован, это я понимаю. Короче, долго нельзя стоять на одном месте, это по-любому. Надо только вот определиться, короче, со временем. Сколько у меня, блядь? Сколько у меня миллисекунд, чтобы въебать хилов? Давай, педик драный. Блять. Если бы я начал пить хилы, блядь, и эстус этот ебаный сосать, то я бы просто сейчас бы все равно пиздюлился. Надо, чтобы, наверное, рандом мне позволил близко к нему подойти. Он не всегда же лупит, не каждый удар приходится точно в тебя. Когда-то же этот гандон промахивается. Да. Отлично. Давай в другую сторону. Но он однохуйственно тебя догоняет. Два удара он бьет по тебе, третий бьет куда-то в сторону, но это все равно въебывает в тебя. Это странно вообще, блять. Угу. Типа он меня так не видит. Я сомневаюсь. Колонны, я колонны задеваю часто.
Все равно не успеваю за ним, он слишком быстро крутится. По идее, тогда надо радиус сокращать. Держаться к нему ближе. Тогда он не будет за мной успевать. По идее, так. Когда по большой дуге его отбегает, то как бы не вариант. Прям под жопу ему. Я не успеваю. Надо как-то успеть ему за сраку забежать, но, блять. Он не дает этого сделать. Щит никак не спасает. Буквально я наношу ему, короче, 2-3 удара. Давай-ка, под жопу. Один удар. Целый один удар я ему нанес. Охуенно. Сука, я даже еще почти долететь не успел. Я прям видел, что я приземлялся, а он уже замахивается прямо в мою сторону. Ну, типа, прошла анимация моего падения. Блять, это что, мелочь это ебаная. Это я вообще просто не вижу, что происходит. Я не успею. Он атачит просто, блядь, без остановки. У тебя нет возможности въебать Эстуса. Как тогда к нему подбираться, блядь? Ну как-то бы получалось. Где он? Такую жирную жопу не заметить. Блять, мелкие, сука. Пизду, это надо, блядь, шелупонь, короче, сначала разгонять. Где эти два ублюдка? Вот один там стоит.
Блять. У меня не успевает анимация даже вот подъема, блядь, сработать, чтобы я уже получил пизды еще раз. То есть он бьет один раз, причем бьет по-разному всегда. Бьет один раз, пока ты встаешь с этой вот охуевшей подачи, он тебя добивает второй раз, ты покойник. Да, блядь. Ну и чё, ломаться-то будем? Наверное, зря, да? Так, ну успевай. Успевай, нормально. Ну, ёб твою мать. Короче, надо зайти правильно. Правильно зайти ему за жопу. Сейчас сначала мелочь выебываем. Потом надо стараться заходить ему за сраку. Будет все бенч. Он отлетает примерно с... Ну, где-то моих подач 5-6, наверное, надо херануть. Ну, таких увесистых, хороших. Блять. Ну или ладно. Сука. Тоже рандом, короче. В плане том, то, что как он себя поведет. Можно вообще попробовать падать чуть-чуть левее. Давай вот с этого угла долбанемся. Примерно. Ну, примерно вот так. Хотя разница небольшая вообще. Блять. Постоянно разные удары. Надо, чтобы ты, короче, не привыкал. Когда-то он лупит взрывом, когда-то машет своим топором. Иногда вообще уходит в сторону. Вот тогда у тебя есть вариант наказать. Так, ну вот сейчас куча времени, конечно, было. Так, сокращаем дистанцию. Два. Сокращаем дистанцию. Похуй. Ну, вставай. Ну, давай-ка на середину, мистер. Раз, два. Нормально. Два. Пум. Покойник. Даже костер не надо разжигать, я же говорил.
Человечность, косточка возвращения. Понятно. Кусок титанита. Ясно, понятно. 20 тысяч душ дали. Ну, я десятку просрал. Ну, там мне нужно было этот. Я надеялся все-таки на хороший удачный рандом. Хуй там плавал. С рыцарей, короче, ничего пока не падает. Ну, видимо, игра правда решила то, что раз если есть алебарда, то, чувак, все, пользуйся. Пользуйся, радуйся. Так, давай, наверное, переоденемся, да? Что там, балдерский доспех, балдерский наруч и все остальное мне не лезет. Это, в принципе, тоже не нужно. Вот эти вот самые взрывные вот эти вот бомбы, короче. Конечно, они где-то нужны, но нет. Не сейчас и не здесь. Так. Где-то у нас тут есть колечко волшебное, которое пригодится. По-моему, кольцо. Сейчас я вспомню, где его искать. Так, это наверх. Надо еще выше. Да, вот тут вот сокращение было. Топаем сюда. Потом еще выше надо кольцо вот то забрать справа. Блять, с правой стороны. Я забыл про этот шарик, то что он всегда катится. Шкодничаешь, сука. Кстати, кто знает, может быть, где-то тут еще один рыцарь будет. Но не должен. По-моему, его тут нет. Пули камера сбросилась. В очко себе стрельни, клоун. И дальше. Угу, теперь их двое. Да, не вопрос. Тихо, тихо, тихо. Аккуратненько себя ведем. До свидания. Да, похилиться надо бы. То мало ли что. Вот который ключик мы брали возле птицы. Угу. Ржавое железное кольцо. А нахрена оно надо? Улучшает чувство равновесия на нетвердой земле. Но оно, наверное, потом как-то пригодится. И я пока не знаю, при каких раскладах. Так, ну и все, в принципе. Можно на улицу выбираться. Где у нас тут первый этаж? Все, я вспомнил. Идем ниже. Где у нас срезка была. Потом наверх. И отсюда вон туда. Да-да-да, вон там, где ребята стоят. Да хуёв тебе. Блять, этот попал. Видимо, во время удара. Ау-ау-ау-ау-ау. Вы что творите-то? Не долетел. Так, ну и все. Ты, дай мне тепла, дай мне мягкости. Мха просит, да? Ну давай вот такое дадим.
Подожди, а как тогда это сделать? Я сюда мох могу поставить? Ну да, допустим. Он его сам жрет. Я не знаю, как им дать мох. Я его только сам использую. Подожди, а если его в виде оружия поставить можно? Нет, нельзя по-любому. Что за бред? Может, ему какой-то определенный мох надо? Понятия не имею. Дай мне, говорит, тепла. Снова становимся яичком. Так. Значит, этого босса мы заебали. Рандом нам ничего не выдал по поводу маленьких и больших мечей черных рыцарей. Дал только щит. И все. Это печалька. Но ничего. Ничего. Короче, отсюда мы тогда будем искать тот самый город нежити. Ну, где вот эти штотики тусуются. Как бы пизнуться-то по-человечески. Это так. Да, нормально. Норм. Сейчас десятку восстановим. В принципе, как вариант, можно попробовать пойти на кладбище повоевать. Чё бы нет. Как бы хилы есть. Пойдем посмотрим, что там. А то это кладбище только, блин, как сраный веник, вот так вот отбегал, ничего даже не изучив. Там большой скелет и много маленьких. Не знаю, что они там у себя прячут, но надо это исследовать. Кладбище небольшое, так что... Давай, выходи по одному. До свидания. А когда первый раз ты туда идешь, блядь, пиздец. Его одного скелета надо раз 50, наверное, долбануть. Ну, не 50. Сразу он не умирает. Кстати, можно ловкость качнуть, наверное, да? Много стамины у меня подача алебардой сносит. Ее не хватает. И потом выносливость бы надо подкачать, чтобы просто получше с защитой шмотки одеть. Слабоват. Щит кадуцей. Охуенно. Стопудово он пососный какой-нибудь. Че, давай, где вы-то? О, прутся. До свидания. Второй. До свидания. Надеюсь, они не респаунятся. Большая душа. Потихонечку их выманивает. Потому что когда толпой они опасны. Когда нет, то нет. Так. Не думаю, что там что-то есть. Один встал. Второй. Надо мелкого. Мелкий, иди сюда.
До свидания. О, вот этот уже поинтереснее лупит. И все, что ли, он типа отъехал? Чью? Ну вот это вот, ну такое. Я думал, мы сейчас с ним пободаемся пару раз даже. Ну типа я поподыхаю, такой, блядь, кошмар, что делать? Двуручный меч. Я пробовал его брать, он меня, короче, максимум 100 выдает. Против моих 400 с алебардой. Ну, понятное дело. Где лучше. До свидания. Нет? Ну, теперь до свидания. Крылатое копье. Я тут, блин. Череп крутится в текстурах. Оригинально. Кодзима, точнее, Хидетака Миядзаки, да, гениальный хрен в плане кривости. Он, наверное, сначала сделал, потом, блядь, нихуя у меня классно получилось. Я думаю, он не рассчитывал, то, что у него круто все выйдет. Бинокль. Угу. А нахуя? Короче, надо по ступенькам, наверное, да, спуститься вот сюда. Вот тут единственный же спуск. Давай посмотрим. Да, мы как раз ебаем, по-моему, к городу проклятых, или как он там называется. По крайней мере, освещение там похоже. По такому бы опять. Угу. Знакомые взрывы, кстати. Не от них я недавно получал пизды. Стой, кто-то сзади. Ну точно. А че это они респаунятся у нас, эти ребята? Либо я там кого-то не добил. Еще есть кто? Нету. Угу. А этот товарищ у нас, я так понимаю, не подыхает вообще. Ау. Его как-то надо изгонять, я так понимаю, может быть, какими-то кольцами или заклинаниями, я не знаю. Ну, короче, он походу бессмертный. Второй такой же. Нет. Это явно не город этих проклятых, или как они там, чехотошные. Нехуй тут делать. Пошли, короче, через кладбище обратно к костру. Где же искать этот город? К Вивернам можно. Вивер. Короче, туда, к драконам, можно через лес сходить. Глядишь, может, чай надыбается, да? Так, сейчас, короче, вот как сделаем. Татан, давай новый уровень. Немного ловкости. Выносливость. Сколько надо? 12 тысяч. Сейчас сделаем. Есть у меня тут пару заначек. Допустим. Как раз. Выносливость. 12, да, блять, чуть-чуть не хватает.
Надо еще парочку сожрать. mr.тостер. Как раз. Я что-то так и не могу запомнить, Виверна или Виверна. Сорянчик. Виверна. Или Виверна. Ох, нихуя тут душек бахнул. Так, ну и чё, я могу теперь, допустим, напялить еще штанцы вот этих вот гавриков. Балдежные. Нет. У него скорость дерьма. Ну, шлем бы хотелось тоже поносить, но нет же. Ты просто, блядь, как чмо начинаешь передвигаться. Так, 4,5. Капюшон 1,5 всего. Ну, допустим. Нет. Как мешок с говном падает. 2,6. Ну, допустим. mr.тостер. Второй вариант. Верно. Вот как-то так. Вроде норм. Более-менее он двигается. Но тут очень, походу, до хрена надо выносливости всосать, чтоб какие-нибудь рыцарские шмотки напялить. Так, у нас вот здесь. Что это за лифт такой? Я помню, что я сюда ходил как-то в начале игры, тут ничего не работает. Я как бы хуйца и подзабил. Это у нас редко как раз к этим, к синим драконам, там, в лес, короче. И т.д. мать его, и т.п. Ну, пойдем. Я не знаю, ниже мне, выше. Душа безымянного поэта. Попиздили, что изучать. Здорово, мужик. Тут их руины Нового Лонда. Что-то бегаю, рубаю беззащитных мужчин. Они даже не нападают. Может, мне типа вообще не сюда? Я, короче, нужную локацию только, блядь, по этим, как его узнаю. По стенкам, наверное. Стенки, вот там, пейзажи, типа того. Надо в этой локации долбануть колокол. Призрак впереди. А у меня от этих призраков ничего и нету. Рано мне к призракам идти. Как бы не вариант.
Давай в другую сторону пройдемся, но мне не в эту локу. По-моему, там что-то город прокаженных или вот что-то такое с чумой связано. Торговец впереди. Ну, торговец мне сейчас любезно предложит какие-нибудь ништяки против призраков. Вот где этот город прокаженных искать? Угу, вот он. Угу. Это очень странно. Тебе удалось сохранить разум. И что еще важнее, сохранить свободу. Ну как? Впрочем, я лезу не в свое дело. Я Рикки Трезвинхельма. Я был знаменитым кузнецом, но взгляни на меня. Можешь в это поверить? Не особо. Что ты? А поговори. Что? Вот в чем дело. Может быть ты... О, нет, не волнуйся. Я не собираюсь убегать. Здесь безопасно. А я содрогаюсь от одной мысли, что могу стать полом. Хотя надо признать, дело мне особо делать не особо нечего. Я вот подумал, могу ковать для тебя оружие, если у меня будут инструменты. Я покажу тебе, почему я был лучшим в Виндхейме. Но меня только тогда единственное оружие интересует, которое я могу улучшить. Но я, наверное, не могу его улучшить. Да. Драконья чешуя нужна. А, не то вообще. Вот. Что надо? Мерцающий титанин. Он давненько у меня не... Блять, ну что ты делаешь? Удло ебаное. Я по идее, что я потерял? 2000 душ? Да и хуй бы с ним. Надо город этих вот чехотошных, блядь, искать. А это получается на лифте надо ехать вверх. Потом идти в сторону, наверное, кузнеца. Андрюшки. По идее так. Потом спускаться. Ладно, сейчас сообразим. Давай, наверное, перекур, да? Сейчас пока он едет, меня тут в принципе не отпиздят. Да, у меня такой шлеп коричневый, как будто он реально в говне. Слово, но в говне. Так, надеюсь, меня не замудохают. Паузу же у нас Миядзаки не придумал в игре. Нахуй надо, пауза для трусов. Давай, перекур, короче. Я подойду.
Удивительно, на меня никто не напал. Так, это уезд нежити. Надо дальше. Ну, пойдем этих тоже баням. Что ж ты делаешь-то? Блять, он меня сейчас добьет. Это бывает. Я забыл просто цель установить. Получил пиздов маленько. Я тут посмотрел геймплей, кстати, третьей части. Она куда быстрее. Вот, соответственно, и прикольней. Она чем-то Bloodborne напоминает. Вот единственное, короче, путь, где я там внизу не исследовал. Это вот как-то туда, потом дальше через лес. Там внимательно надо на проходы смотреть. По-моему, еще ниже надо туда спускаться. Короче, найду драконов, найду дорогу. Сад темных корней. Корней. Напиши про меня корней. По-моему, сюда. Самый низ, да, по-моему, вот тут где-то драконы эти тусуются. Хотя нет, подожди. Тут ебаный лабиринт. Озеро темных корней, хорошо. Кстати, давненько ко мне никто не портовался, чтобы меня завалить. Видимо, я как жертва стал неинтересен. Так. В эту сторону, если идти, там тупик, по идее. Или еще ниже спуск. Да, еще ниже. Тут у нас рыцарь тусовался. Вот в этом пятачке. Так, и все, тупик. Так, вот, да. Я вот здесь зажигал костер. Давай мы тут отдохнем. Погнали дальше. Вот как раз сейчас мы, да, мы выходим к драконам. Хуй-то, блять. Ну там, если влево, короче, пойти на одной развилке, там вот эти какие-то кристаллические чуваки, короче, тусуются. А здесь тогда должны быть виверны. Да, вот они. Долина драконов. Иди сюда.
Сейчас посмотрим, из чего он состоит. Забавно. Но нам вот туда, по-моему. Тихо, тихо, чуть не ёбнулся. Блин, жесткий. И удрал, короче. Бля. Ну, кажется, я на верном пути. Почему 8 фляг он добавляет? Берегись, дракон. Ну, он там сидит. Он сидит прямо на обрыве. Надо его как-то думать замочить. Поехали. Кстати, драконы у нас мочат молнию. Молния 65. Надо щит, может быть, какой-нибудь подобрать, подходящий против молнии. Он через щит прямо меня лупит. Нет. Молния 65, а тут 50, 40, 50, 45, 55. Понятно. Единственный подходящий щит, короче. Аккуратненько себя ведем. Кстати, он так распадается на белые вот эти вот хреновины, так же как мобы, которые типа не могут заново респауниться с момента твоего отдыха. Хотя они появляются заново. Так, давай-ка вот туда мы с тобой уйдем. Дожидаемся его вот тут. Нормально. Он вынуждает прям меня биться вот на этом узеньком пространстве. Давай, 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 сюда. Ближе. Сука, какая. Ты смотри. Бля. А он там и подох, короче. Вот идиот, просто. Он ёбнулся в пучину просто. Чтобы это... Хотел меня наказать, видимо, а летать то, что он не умеет, он забыл. Человечность. Нормально. Это мы делаем. Так, вот нам до того дракона. Его надо думать, как аккуратненько замочить.
Потому что он падла, короче, мочит хорошенько. Слизни меня обхерачил. Оу, ваншот. Окей, окей. По-моему, за ним там костерок имеется. Надо сначала туда пробежать. Не, ну гораздо сложнее все стало. Как только ты спускаешься сюда и начинается замес с драконами. Да. В принципе, мне алебарда позволяет на большом расстоянии от них держаться. Нихуя они мне не сделают. Туда пока вообще рано идти. Так, ну давай, догоняй. За мной. Плевожон сраный. Ну, первый раз он подох неплохо. Прям вообще в тему. mr.тостер. Надо оружку точить. И шмот получше, а то дальше, я думаю, будет тяжко. Ну, оружие-то у меня на самом деле заточено на +3. +5 это типа максималка до конца игры, короче. Я не думаю, что я даже дошел до середины игры. Я вот не знаю просто, правильно ли я иду по этим, через этих драконов. Я ищу, где второй колокол ударить. Где он находится, я не знаю. Может быть, я просто так трачу время как-то. Когда он грызет, блять, он у тебя стамину забирает, половину просто. По логике вещей, я не знаю, вот надо мне сюда или нет, но мне, короче, по-любому надо по уровню моей раскачки, типа того, мне надо добираться до этого. До второго колокола. Так, может быть, его тут и оставим, нет? Блядь, логомонный, а какой? Хуярит и хуярит.
Блять. Ситуация. Можешь посмотреть, как добраться до этого, до второго колокола? Думаешь, правда, не сюда мне надо идти? По крайней мере, я сходил на все ходы, которые видел и помню. Типа боссы, все, которые можно, я уже отковырял. Там, где второй колокол, короче, там можно, блядь, набрать заточку оружия. Так, ну давай. Давай попробуем удрать от него. Мы с ним обязательно встретимся. Наверное. Но только вот не на таком, блядь, узеньком пространстве. Угу. Там и этот ублюдок уже сидит. Бля, ну хер знает. Нет, я рассчитывал на пещеру вот тут. Смотрим, что там. Нужна голова. Для чего? Слушай, ну вроде я пришел. Да, вот он. Я нашел это место. Так, кольцо. Одето? Да. Это норм. Где-то здесь, короче, у нас должна быть та самая хреновина. Я про колокол. Блять, не вовремя. Сука. Лёг. Второй. Блять, ну чуть-чуть. Навозный пирог. А навозный пирог нужен, по-моему, для какого-то босса. Тут загребаешь просто. Не было бы у меня кольца, он бы меня еще травил параллельно. Ну вот он, Чумной город. В Чумном городе у нас находится колокол. Теперь надо его найти. Костерок бы тут, конечно, не повредил. Смотрим, что тут. Ключ к руинам Нового Лондона. Бля, название знакомое, я где-то тут только что это Лондон смотрел. Вон, по-моему, там костер. Ништяк. Так, спуститься. Ага. Вижу.
Ах ты, сука. Нихуя какой комар. Иди сюда, бледво. Ну да. Второй. Подожди, тут же костер горел. Но это, видимо, не мой. Так, ну... Давай... Ага, в другую сторону никак. Подождем вот этого урода. Давай еще ниже. Короче, надо предельно аккуратно действовать. Следующий костер, потому что неизвестно где. И хилов у меня мало. Блять, он там в текстурах застрял, но я замочил его. Давай ниже. О, тихо, тихо. Яд, меня траванули, мне короче пиздец. Я если сейчас костер не найду, я подох, короче. Оу, ништяк вообще. Блять. Попадос. Вот, короче, вот в этот вот чумной город, по идее, надо бы, по-моему, заходить только с другой стороны. Тут локации более-менее между собой взаимосвязаны, но тем не менее. Он имеет два входа. И я, походу, зашел с этого шоколадного, блядь. Попробую, конечно, этого дракона завалить сейчас большого. Может, получится. Так, вот этого мы, наверное, скипываем. Потому что он себя ведет не очень адекватно. На сук чем-то больше похож, по-моему. Так, давай. Пробегаем вот к той самой вот руке надо, ко второй. Ближе.
типа ему урон не проходит, что ли? Падла. Нет, да пизданет. Ля какой. Че, мы едем, не? Вот. До свидания. Они самовыпиливающиеся. Вот тот бы также выпилился, было бы прикольно. Вот сука. Давай, давай, вали от него. Ну, он, кстати, довольно-таки жирный, короче, я смотрю, этот дракон. Потому что я ему подачу наношу. Да, слушай. Близко к нему не подходить, я его алебардой достаю. Ща мы его заебеним. Чуть-чуть ближе. О, половину снял. Ну, удара 3 ему осталось. Так. Пока он блюет, он меня точно не ударит. До свидания. Здорово, Лех. Драконья чешуя. Угу. Душа гордого рыцаря. Щит с эмблемой дракона. Авторский прямой меч. Оживление. Щит с эмблемой дракона. Что это такое вообще? Ну, где он? Ну, такое себе, короче, они вот что щит с эмблемой, они одинаковые вообще. Травяной то же самое. Ну, может быть, там по статам что-то отличается, но мне невыгодно пока такое таскать. Я думаю, может быть, съебамся немного направо, не заходить вот в этот город прокаженных. Сходить туда, может быть, там срезка какая. Вот вообще он какой-то путь тоже.
Наверняка какая-нибудь средка должна быть. Давай сюда сходим. Прыжок. Ну, большой дракон явно не зареспавнится уже. Прыжок. Нахрена? Понятно. Давай туда сходим. Походу там решетка какая-то. А не очень хорошо видно. Запустим. Угу. Это короткий путь. Только где я выхожу? Вот и понятно. А отсюда мы выходим на самый верх. Так, в жопу этих гавриков. Давай-ка мы, наверное, себе Эстуса поднимем. А то что-то 4 фляги мне не особо улыбают по такому месту злачному ходить. Давай наверх. Если я правильно понял, короче... Так. А, ну да, все верно. Я возле самого первого костра, оказывается. Все, норм, короче. Разобрался я с этими локами. Че, куда? Починить, наверное, да? Снаряжение бы. Ну, не шибко. Нормально. Значит, вот прям такое впечатление, что у меня уж очень отстойный шлем стоит. 2.6, 3.5. Ну давай попробуем вот так. Не особо я в скорости потерял. Но. Гнали, короче, к этим чехотошным. Рубить. Отсюда мы, короче, двигаем в самый низ. Потом, получается, направо. Направо, и там открываешь средства. Точнее, я уже открыл ее. Отсюда топаем направо. Вот сюда. Вот, руины Нового Лонда. Долина драконов. Нас интересует вот это. Толстяк. Толстяк впереди. Да не вопрос. А что их тут нет? А, нет, все нормально, они на месте. Может, бэкстебом их? Не получится. Стоять. Первый ушел. Ну. За спину надо им заходить.
Геморроя будет поменьше. Вроде здесь. Вроде в этом городе можно надыбать то, что надо. И колокол, и прокачка. Тихо. Все, норм. Темный город. Ага, отсюда я уже все взял. Что это за хрень с палочками такая? С усиками. В смысле не попал? Вот. Его заглючило или он живой еще? Там где-то еще один комар подлетает. Да, его не заглючил. Я не буду того ждать. Давай так спустимся. Но все равно у меня что-то сдается то, что я эту локацию задом наперед прохожу. Че, она слишком близко ко мне находится. Так, теперь их двое. Блять, и камеры пизда. Тут же. Не попадаю. Так, давай хоть осмотримся, я не знаю. По идее, он должен сейчас за мной прилететь. Попал? Ну, теперь попал. Где второй? Вот он, второй. До свидания. Бля, ну хер знает. Либо выше, либо ниже. Плеваться нехорошо. Бля, меня траванули. Так. Ёпта. Да давай быстрее. Где этот мох сраный? Вот. Использовать. Что дает? Да, ну нахер. Что-то ни хера он не дает, по-моему. Пизда, я сейчас тут и лягу, короче. Чисто из-за одного отравления.
С учетом того, что на мне кольцо против отравления. Интересный вопрос, нахрен мне туда? Блять, я еще пока спускаться буду, я сдохну. Красота. Просто на понтах, просто я сейчас на подсосе живу. Ау. Все, пизда. И вы кончились. Хер знает, в какую сторону идти. Мох почему-то не помогает этот ебаный. Пусть там сидит, короче. Интересно, почему эта шляпа с самхом не работает? Меня ж по-любому там отравят. Когда-нибудь. Угу. Точно, тоже средка. Костерок бы там найти, конечно, вообще бы не мешало. Просто чтобы через всю локацию не пилить. Ну, плюс еще отравление. Я бы его тут подзажег. Это как вообще? А, минус. mr.тостер. Может, другой мох надо? Ну, у меня только красный и этот. Красный и синий падал. Других не видел. Причем с этих пидоров травящих тоже только синий падает. Там так и написано против отравления. Сожрал один, он не работает. Ну, как бы вообще ничего не произошло. Я как был отравлен, так и остался. Свиноматка комара. А этим похуй. Они даже через текстуры, блядь, летают. Все, я... Да вряд ли я двоих убил. Он просто там внизу где-то застрял и все. Его хуй видно. Так, ну... Хер знает.
Надо определяться, куда идти. Прям топить до последнего. В одну и ту же сторону. До свидания. Ну чё, где тут? В принципе, наверное, пойдем к собакам. Собакам через комара. Они еще тут довольно-таки хитро так поставлены, эти гомики. Вот так ты от него уклоняешься. Но как только ты пойдешь мочить вот того, тебя этот траванет в жопу. Угу. А кто на меня тогда яд повесил? Ну, значит, нужно перед отправлением. А кто на меня тогда яд повесил? Так, ну давай жрать мох, я не знаю. Восстановление стойкости, уменьшает кровотечение. Лечит от отравления. И что? Что мне это дает, я не понимаю. Пиздец, как он медленно падает вообще. Зато жизнь съебашивает. Просто, ну, выебись. Влет так-то. Ладно, глядишь, поживем еще. Блять. Я все понимаю, но, бля, какого хуя? Почему у тебя ни с того ни с сего включается отравление и тебе пиздец? Кольцо есть. А, мох жрешь. Никто не попал сейчас даже. Но все равно ты пиздец, ты покойник. Это, наверное, просто вот одна из ебанутых механик, которые можно, не задавая вопросов, просто принять как должное. Ну, типа как вот фантом, который появляется, тебя убивает. Просто так. Тут, наверное, то же самое. Наверное, там, где драконы сидят и все остальное, наверное, вообще даже соваться нехуй. Давай тогда к собакам не пойдем. Попробуем вот в другую сторону топить. И достал. Ну, вали, вали, вали. Сука. Первый раз он нормально вроде тебя не пробивает, а потом как-то вот он бьет и хуярит тебя через щит. Я не знаю, как это работает.
Да, наверное, с алебардой. Наверное, с алебардой нет смысла рассчитывать на какие-то бэкстебы. Наверное, это работает только когда у тебя в руках меч одноручный. Ну, может быть, двуручный, но один хрен меч нужен. Снова даже щит пробивает. Ты смотри, какие, блядь, а. Ну, хоть не травят. Давай, валяй отсюда. Блядь. Присосалась эта хуйня. Ну и чё, где комары-то? О. Второй. Давай ниже. Ой, я он там плюхнул ядом. О, попал. А второй куда улетел? А, он ниже. Один под вторым лежал. Суки какие. Ну, мне его даже в цель не поймать. Вот. Как-то через текстуры, короче, что-то я его там подпнул. Вот давай тогда, короче, в другую сторону. Вот не туда, вот не к этим пойдем, а пойдем вот сюда. Где-то должен быть огонь. Костер. Блять. Так, ну если я не отравлен на данный момент уже, значит меня не травит нахождение здесь, в этой локации. Меня травит, наверное, тот, кто попадает в меня. Маска хранителя, алая рубаха, алые перчатки, алая юбка. Железный посох изгнания. Ну это сет на мага, короче. Волшебство исцеления. Ну, подожди. Хватит ли у меня поставить заклинание? Правда, я не знаю, как это делается. Нет. Волшебник 1, 4 ячейки. Но, по-моему, это четвертую ячейку надо ставить. А вдруг, правда, это типа отхил, короче, местный. Его типа четвертым слотом ставишь и все. Так. Это сюда. Нет. Ячеек магии 0.
Ладно, это я тогда потом буду смотреть, как это сделать. Видимо, им это еще надо этому поучиться, короче. Ну, 12. Весит легче. Хорошо. Где эта красная шляпа? 32, слушай. Ой, я себе. Вал этой рубахи побегай. Допустим. Весит она чуть-чуть. Но защита у нее жигонца только балдерским доспехом уступает. А весит 3,9. А это десятку вообще. — 29. Всяко лучше, чем черные вот эти вот. Правда, перчатки у них пососные. Прям совсем. Я в своих остану. Маска хранителя, ну 12-14, но такое. Можно вон хряка мешок одеть. Я скорости почти не потерял ни хера. Короче, маг с башкой порося. Угу. Тут вообще, да, никак? Не вариант. Лестниц я тут не вижу. Прыгать надо. Походу. Блин, я думал, сейчас эта херня на меня бросится. Ёб твою. Шикарно. Прибежал, блядь. Ой, мудацкие, сука, локации, блядь. Не, ну что, забавный сет такой получился. У меня защита чуть выше стала, но я и скорости, в принципе, особо не просел. Быстрее пока не требуется двигаться. Как бы и так сойдет. Пизда, ну тебе. Я даже успел уклониться. А второй ударит. Эх. Понадеялся то, что успеет. Хуй там.
Эти сволочи ошибок не прощают, если... Так. Три удара, короче. Три удара, но главное успеть эти три удара сделать. О, ни хрена где приземлился. Души там мои валяются. Я не знаю, получится их взять, нет. В принципе, я особо-то ничего не теряю. Где там эти уроды летающие? О. Дальше. Так. Ну, надеюсь, успею. Хорош. Где-то вот я тут свои души видел. На какой-то палке они как будто висели. Давай чуть ниже. Хер знает. Подожди. Не знаю, не вижу я их. По-моему, самое время забить на них хуй, да? Блять, не пиздануться вы. Ну почему? Я же бью вот через текстуру, нормально. Все. Так, давай аккуратненько пройдем. Как-то надо думать, как спуститься. Надо еще ниже. Вот туда как-то надо. Тут больно высоко нахрен лететь-то. Как и здесь. Надо где-то лестницу искать. Да ну, он подохнет, если я с такой высоты долбанусь. Наверное, с помощью колеса можно спуститься. Вот второго. Ну только как? Угу. Типа на шару прыгай, короче, в рот повезет. О, подожди, еще ниже можно. Так даже лучше. Не надо всяких прыжков веры совершать. Подозрительных. Так. А теперь, по идее, на эту шляпу надо прыгать. О, норм, поехали. Припоминаю это место. Тут мы, пожалуй, спустимся. Падение, берегись.
Я понял. Не, ну пока вроде норм идем, как бы еще. У меня и фляжки никто не отравил. Так, а этот дохлый, да? Да. Давай вон туда мы сходим. Че нам, мобы лишние, что ли? Душек потравим. Тихо, 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 тихо. Короче, по воде вообще нельзя перемещаться. Сейчас я, конечно, это все дело проверю. Сейчас вот эта херня спадет. И как тогда быть? Да, тут же. По воде нельзя бегать. Ни хрена. Ну, значит, стой. Я думал, это колокол. Ну, значит, давай по краешку сейчас, да? Подспадет сейчас вот эта вот вся делюга фиолетовая. Не знаю, что это такое. Это, видимо, сначала фиолетовая шкала заполняется, потом ты дохнешь, начинаешь дохнуть от отравления. Ну, как-то так, допустим. Блять, ты отцепишься от меня? Да. Ага. Ну, тут понятно, что предполагают, чтобы ты, короче, так и бегал. Вот он, костер, наконец. Наконец-то таки. Скорее всего, бегать-то тут долго. Костер не избежать. Давай. Мы сейчас, короче говоря, его возжигаем. Сейчас 2 человечности бахну. Как раз их 2. Ну и там 6 в загашнике. Локация объемная, придется здесь зажигаться. Плюс еще босс. Босс обязательно будет. Как же без него-то? Только где он, я не знаю. Так, ну, норм. Шли, наверное. Блин, я не знаю. Куда сходить-то? Слезы. Кто-то плакал. Ну, видимо, это Эмма. До свидания. Оу-оу-оу-оу. Давай на берег. Пизда. Ну слушай. Костер тут был недалеко. Мы подыхаем немножко от отравления. Ничего там страшного нету. Но у меня почему-то здоровье не падает. Меня больше комары грызут. И как бы все. Ну, она по чуть-чуть падает. Ну, это как бы фигня, я думаю. Походу, эта фигня с отравлением прекратилась. Почему именно там она действовала больше, я не знаю. Блядские жуки, а ты смотри, тут их много.
Давай поближе. О. Короче, комары больше всего напрягают. Ой, Антон меня дрючил, меня в щит. Ну, раз упал, так упал. А тут, скорее всего, да, срезка, короче. Нет. Допустим. Запутано все. А вот теперь меня траванули конкретно. Теперь жизнь у меня нормально падает. Это невыносимо. Согласен. Капюшон странненько. Такая херня странненько, короче. Да, ну я не вывезу. Отравление. Так чисто побегать. Надо ближе к костру. Вторжение темной души, лорд. Отлично. Сейчас меня тут еще и захерачат. Где-то давай тут, наверное, бахнемся, да? Чтобы лорду не досталось. Но это, наверное, он и есть. Наверное, он меня и убил. Не суть. Ничего особо я тут не потерял, а наоборот, скажем так, приобрел. Я избавился от отравления. Сейчас мы душонки свои заберем. Комары летят долго, поэтому они нападают толпой. Так, ну вот это получается штука ядом-то не является. Просто отравление. А вот это отравление, наверное, мох и помогает. Вот, пожалуйста. То есть от этих чуваков, которые плюются, надо конкретно что-то искать от яда. Чтоб прям яд был. Блять, ты заебала. Пчела сраная. Свидание. Блять, ты ударишь ее, нет, нормально. Она еще живая, нахуй. И долбит меня потихонечку. Ты смотри, какая сучара. Так, наверх. А что там наверху? Надо ли мне туда? О, что-то я провалился, по-моему, куда-то. Ну вот и как тут действует? А ты не видишь ни хера. Короче, пока всех комаров не положу, даже нехер двигаться. Надо. Так, ждем. Ща подотпустит. Потом можно искать души свои. Блять, в какой стороне-то? Я вот не помню, в какой стороне. Где-то на берегу.
Вот я сюда поднимался, потом вот оттуда упал вниз. Где-то вдоль берега они лежат. А если я оттуда пришел, значит они где-то тут. Ладно. Попиздили. Угу. И раз-два, короче, я души свои найду. Да отойди от них. Отравление. Точим мох. Отходим. Подождем. Сейчас. Накал страстей пойдет. Зеленый осколок титанита. Угу. Все, тупик. Шли в обратку. Да, в обратку надо двигать, короче, потому что надо искать души. Ну, не принципиально, конечно. Там 1006 всего было. Но так в целях изучения, почему бы их не вернуть? Так, от костра давай вот в эту сторону теперь пошли. Пошел ты, блядь. Нет, души исчезли. Наверное, их забрали. Либо они восстановились там, где у меня падение было. Где-то наверху. Других вариантов я что-то не вижу. Давай тут пройдемся. Что-то куда-то я иду все, а куда хрен его знает вообще. Что-то ни конца и края этой локации. Ой, бля. Ой, я голубей. Угу. Вас тут двое. Минус один. О, какой борзый. Все. Чуть-чуть ему намандрючил чуть-чуть. Огромная дубина. Но я не думаю, что она будет круче прокачана. Круче прокачанной алебарды. Просто потому, что не должна. Ну, давай посмотрим.
135. Да, она больше весит, ёпта, чем урона наносит. Ой, так. Так, вот там вот паучки у нас, короче, тусуются где. Туда можно забраться и пофармить этого мерцающего титанита, или как он там называется. Чем оружие качать? Там у нас эти ящерки бегают. Прям тут. Тут тоже, кстати, большая локация. Так, я не вижу ни хера, что происходит. Угу. Блядь. Тихо. Правильно, он не попал. Я так понимаю, пока он под камнем, мне типа его не замочить. Да. Надо вовремя урон бацать. Блять, ебаные комарики. Навозный пирог снова. Окей. Можно, в принципе, туда сбегать. Ну, так как тут до хрена паутины, соответственно, и пауков тут тоже будет хватать. Так, ну я не знаю, есть ли смысл. Да, блять. Есть ли смысл прям до туда добираться, чтобы какую-то херню поднять? Сомневаюсь, что она будет полезна. Убил одного, попал другого. Шикардос. А вот огни какие-то прям подозрительные, как будто бы мне вот прям туда и вот сюжетно надо, очень. А может я вообще типа оттуда и пришел просто. Кто такой? Простая нежить, и ты можешь меня видеть? Интересно. Я из Квилана и из Алита. Меня не часто видят облеченные в плоть. У меня есть дар. Здесь в поисках секретных пироманий, как Соломон. Что выбираете? Да, чего можно было ждать? Очень хорошо, я буду учить тебя, но чтобы прикоснуться к тайнам пиромантии, нужно кое-чем пожертвовать. Ты пойдешь на это? И чё? Поджигание, допустим. Огненный шар. Ну давай, допустим, вот. Чисто одно заклинание. Много лет назад у меня был ученик, похожий на тебя. Больше 200 лет назад был человек, почти такой же неумелый, как ты. В твоем мире его звали Соломон. Магистр Пиромант. Этот мошенник сделал себе огромное имя. А теперь слушай. Кто бы то ни было, не давай превращать себя в полого. Иначе мое время будет потрачено впустую. Спасибо. Очень познавательно. Я вот тут никаких заклинаний не вижу.
Так-то же, наверное, можно поставить его четвертым. Начала. Потом. Большой осколок титанита. Угу. Так, ну, черт возьми, я там был. Короче, топим. Все равно я отравлен. Топим вот в эту дырку. Отверстие. Ну, короче говоря. Нам туда. Правда, это самому. Давай-ка. Подзаколдуем себе. Владение Квилек. Или Квилек. Колокол. Я на верном пути. Какие-то улитки какие-то. Вы кто, блядь, такие? А, ну да, это чуваки с опухолями на спине. Ебать с них сыпется дерьма. Ёптить, ёптить, эй, вы что делаете? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Охуеть. Так-то. Надо было сначала одного лопать. Так, ну если... Да, мне только туда. Сейчас посмотрим, как туда. Побыстрее. До свидания. 10 фляг. Но не зря этот костер разжег. Только таким образом можно поступать. Так, мне вот туда. Давай мха заточим потом. Короче, с этими чуваками надо аккуратнее явно. С них надо еще подумать, как. Да-да. Охуеть. А, пускай они там носятся, агрятся. Давай, бахаем, ха. Да, они типа по идее до меня не достанут. Надо как-то думать, короче, как вот этих клоунов замочить, которых до хера что падает. Только сначала я оживление, естественно, ебу. С ними же по-любому мы не первый раз видимся и не последний. Так. Вот черви. Черви, сука. Почему? Почему я их не бью? Вообще никак. Понятно. Только уходить. Охуенный бомб. Горе впереди. Берегись, удерживай обеими руками. Понятно. И тут что? Дивный сундук впереди. Так понимаю, мне вот об этом говорили, да? Какая-то паучья матка в виде босса. Ну а за ней колокол. Как с горгульями было дело, так и тут. А? Сиськи-то закрыли. Не видать сисек. Не, симпатично. Ведьма хаоса.
Ю. Так она, наверное, сейчас и подохнет. Ну, как-то так. Ну вот, блядь, и вся ведьма хаос. Душа Квилек. Двойная человечность. И все. А где мои, блядь, баслословные 1508 душ? Вот залупыша. Не, ну нормально я и напинал так. Хуйня, босс. А, вон, 24 тысячи. Двадцаточку. Двадцаточку накинули. А я так понимаю, там наверху колокол, да? Поддерживая обеими руками. Получилось. Ну, дай бог. Дай бог. Что вторая не вылезет. Чуть-чуть побольше и пожирнее. Это лучше бы щитом надо. Прикрыться бы. Призрачная стена впереди. Какая из них? Да-да-да, я иду. Вот эта вот стена, наверное, призрачная. Нет. А какая из них? Вот может быть что-то здесь? Я, кстати, себе оружие затупляю такими ударами. Ну, это, конечно, не этот. Не кошмар, но это денег, типа, стоит каждый удар. Так, можно вообще, типа, упасть сюда, походу, да? Давай, дергаем колокол. Второй. Дальше не знаю, что делать по сюжету. А, там, наверное, ворота, там, где Чиполлино сидит, наверное, ворота открываются. С помощью 2 колоколов. Ля, какой исполин жесткий. Да, там, где сидел Чиполлино, открылись ворота. Все понятно. Куда идти, ясно. Как-то так. Но. Блять, очень не хочется дохнуть. Какая же интересная стена. Призрачная из них. Скорее всего, это лифт. Обычно так у них лифты рисуются. Давай посмотрим, что тут есть. Главное, ни на какого-нибудь неопознанного босса не налететь. Ну, точнее, моба. Чтобы он тебя не сваншотил. Прикольно. Ну, там, вон, видишь, сколько их? Так, подожди. Теперь есть типа 2 варианта событий. 3 развилки. Это что? Это даже не лифт. Святой впереди. Призрачная стена впереди. Ударить? Блин, а как через этого-то пройти? Хотя... Че, мы сейчас по нему треснем? Это был святой? Почему они не бьются, я не понимаю.
Я не могу этих жаб замочить. Точнее, личинок. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ты чё такая, борздаешь? Тихо, тихо, тихо. Давай, короче, их выманиваем сюда. И потом просто бежим. Короче, можно вот туда пойти, налево. Можно, типа, еще и прямо, кстати, да. А можно вернуться к тому костру и подниматься вверх. Там, возможно, там, короче, либо срезка, либо босс. Пиздуй. Что это такое? Лекарство от яиц. Яичное лекарство. Никак не зажечь. Поговорить тогда. Че? Усилить фляга Сестуса. Я понял. Орден слуг хаоса. Нет. Будем типа за светлую сторону топить, я так думаю. Нужно орден. Призрачная стена впереди. Я так... Тут и костер не работает. Не знаю, в чем фишка вот этого размена. Для чего. Пока не загадки. Пойдем, короче говоря, мы проверим, что там у нас наверху. Все-таки, мне кажется, проще добить. Потому что тут еще, я смотрю, локация углубляется. Но мне проще добить то, что там, где костер у меня был. Туда сгонять. Чтобы просто ветку одну отсечь. Скажем так. Хотя тут, в принципе, времени не очень много осталось. Самое то, по-моему, только добежать до костра, как бы маленько отхилиться. А, кстати, почему я без ботинок бегу? Я в юбке, типа этого достаточно. Я понял. Так, надеюсь, они... Тихо, тихо, тихо. Хорошо, что эти чуваки не взрываются, когда к ним подбегаешь. Было бы куда веселее. Так, ну давай. Че он тут ходит один? Да? Полупин? Чем-то он мне гладиатора напоминает. Кстати, вот, я вспомнил. Подождем их тут. Двоих сразу. Тогда я, короче говоря, ошибся в локации. Не здесь фармится. Заветный. Как он? Короче, кристаллы не тут собирай. Для прокачки. Так, ну раз уж я отравлен. Это кто там забегал? Воу-воу-воу-воу-воу. Сука, догнал таки, а? А он разве не должен уходить в сторону, если он... Типа, я покинул, блядь, его владение. Пидор какой, а? Съебался бы ты отсюда, петушок. Ну а дальше потом, да, вот и получается отсюда в демоническую вот эту локацию надо только. Сейчас давай посмотрим просто, что у нас тут. Сломанная решетка. Возможно, тут коротких... Дивный клад. И все. А я тут бегаю. Не, ну правда, я думал то, что тут еще, короче, раз этот какой-то ход.
Ну, понятно, в принципе, я думал, то, что тяжелее будет по сюжету двигаться. А в оба кола колобахаешь и просто идешь по прямой. Тебя типа 2 хода есть. Обобрать сундук. Драконья чешуя, еще одна. Сейчас в данный момент есть 2 хода. Один, короче, там, где Чиполлино у нас сидел. Второй в демонической эта локация. Дальше по паучьему этому дерьму ползать. Да, и похер вообще. Один хуй возле костра бьемся. Ну, ёптать. Будем ждать, пока не сядет. Чувак. Да, самые бесявые, короче, в этой локе это ебаные комары. Вот они что-то как-то вообще самые неудобные мобы, короче. Просто они неудобны. Так, ловкость или выносливость? Вообще бы не мешало вот даже так сделать, допустим. Чуть-чуть здоровья не повредит вообще. И тут еще... Нет, души, наверное, я оставлю, ну, которые там хлопать в виде пузырьков. Они пригодятся? Пригодятся, наверное, да? Мало ли что-то купить придется срочно. Создать уникальное оружие. Не знаю, это, наверное, я так понимаю, ближе на конец игры подойдет. Усиляет с тела яйцо удаляет с тела яйцо паразита. То есть еще и какие-то паразиты будут ко мне липнуть. Похер, 6 душ сожрем, короче. 6000 плюсом. Ну и давай, короче, мы тогда поднимаем ловкости побольше. Да, норм, 3500, как с куста осталось. Потому что с ловкостью, ну, такое себе. Как-то так. Ладно, что, ребят, будем заканчивать на этом стрим. Спасибо за просмотр. Кто не подписывался.